На холодном твердом тротуаре лежал бездомный черный пес со спутанной шерстью и крепко зажмуренными глазами. Но что привлекло всеобщее внимание, так это то, что пес изо всех сил вцепился в маленького потрепанного плюшевого мишку. Зрелище было душераздирающим для всех, кто его видел. Ивет, волонтер из местной группы по спасению животных «Забытые собаки», ежедневно совершала обход вместе с членами своей команды, проверяя известные районы, где часто собираются бездомные животные. Они уже были готовы отправиться в пункт временного содержания, когда увидели душераздирающее зрелище. Когда Ивет медленно приблизилась к собаке, на сердце у нее было тяжело от беспокойства, она заметила слезы, которые текли по его лицу, когда он прижимался к плюшевому мишке. Как будто плюшевый мишка был для него спасательным кругом, единственным источником утешения. Сердце Иветты болело за бедное создание, и она знала, что они должны помочь ему, чего бы это ни стоило. Но, оглядевшись, она поняла, что спасательный фургон уже полон других нуждающихся собак, у каждой из которых своя история боли и заброшенности. С тяжелым сердцем она пообещала собаке, что вернется за ней как можно скорее, и легонько погладила ее по голове, прежде чем уйти с места происшествия. Ивет и не подозревала, что ее добрый поступок привлек внимание маленького мальчика по имени Лиам, который наблюдал за происходящим с противоположной стороны улицы. Как только фургон спасателей отъехал, Лиам бросился через улицу к месту, где жила бездомная собака. Он осторожно приблизился к дрожащему щенку, тихо говоря: «Эй, приятель, не бойся, я тоже здесь, чтобы помочь». Когда Лиам подошел ближе, он увидел, что ребра собаки торчат сквозь жидкую грязную шерсть, показывая, что она ужасно голодна. Поняв, как сильно собаке нужна еда, Лиам быстро сбегал домой и принес немного еды и воды для нее. Сначала пес настороженно наблюдал за мальчиком и крепко прижимал к себе своего потрепанного плюшевого мишку, но вскоре его голод стал сильнее страха. В конце концов пес медленно приблизился к воде и проглотил еду. «Хороший мальчик», – прошептал Лиам. Он решил остаться с собакой до тех пор, пока Ивет и члены ее команды не вернутся, чтобы спасти его навсегда. Но пока Ивет и ее команда спешили вернуться к месту, где находилась бездомная собака, произошло несчастье. На шоссе у их фургона внезапно заглох двигатель, и они оказались в затруднительном положении. Из-под капота шел черный дым, когда машины проносились мимо них по оживленному шоссе. Звонок в приют для забытых собак подтвердил их худшие опасения. Из-за расстояния и пробок на дорогах потребуется несколько часов, чтобы прислать новый фургон. Время шло, и Ивет чувствовала себя ужасно, зная, что бедный пес все еще один, и она не может вернуться туда, чтобы помочь ему. Лиам терпеливо ждал остаток дня, присматривая за бездомной собакой и добавляя ей еды в миски с водой. Но с наступлением ночи все еще не было никаких признаков возвращения спасательного фургона Ивет. Лиаму пришлось отправиться домой, чтобы родители не забеспокоились. Он пообещал псу, что вернется проведать его следующим утром. Верный своему слову, Лиам вернулся с первыми лучами солнца, чтобы проведать бездомную собаку, о которой он заботился накануне вечером. Но, к его ужасу, собаки нигде не было. Лиам бродил по улице взад и вперед, окликая и высматривая хоть какие-нибудь признаки неряшливого щенка или его потрепанного плюшевого мишки-компаньона. Утро тянулось безрезультатно, и Лиам все больше беспокоился о том, что могло случиться с бедной собакой за ночь. Именно в этот момент он заметил подъезжающий фургон службы спасения забытой собаки. Узнав ветеринара, которого видел накануне, Лиам бросился к нему. «Извините, мэм, я помогал той бродячей собаке, которую вы видели вчера. Он тяжело дышал, но теперь он пропал. Я оставила его с едой и водой прямо там, но его там больше нет».
Лицо Иветты вытянулось, когда она осознала это. Она не смогла вернуться, чтобы спасти собаку, как обещала. Жестом подозвав свою команду, она сказала: «Так, ребята, теперь это поисково-спасательная операция. Давайте начнем поиски повсюду в этом районе и рассредоточимся оттуда. Мы должны найти его». Затем вся команда вместе с целеустремленным молодым человеком начали отчаянные поиски, чтобы найти пропавшую бездомную собаку, пока не стало слишком поздно. Они проверили каждый переулок, каждый мусорный контейнер и каждое укромное местечко, о котором только могли подумать, зовя собаку и прислушиваясь к любым признакам ее присутствия. Шли часы, а их усилия казались тщетными. Как раз в этот момент они услышали слабое поскуливание. Звук доносился из соседнего заброшенного здания. Команда осторожно приблизилась к сооружению, их сердца колотились от смеси надежды и страха. Войдя, они увидели цепочку отпечатков лап. Там, в пыльном углу, они нашли бездомного пса, который свернулся калачиком и дрожал. А в зубах у него был крепко зажат потрепанный плюшевый мишка, его единственный источник утешения в этом темном и одиноком месте. Ивет и Лиам медленно приблизились к собаке, тихо разговаривая, чтобы успокоить ее. Но, подойдя ближе, они заметили на шее собаки ошейник с прикрепленным к нему маленьким медальоном. Охваченная любопытством, Ивет осторожно протянула руку и открыла медальон, обнаружив внутри крошечную фотографию. На фотографии была изображена улыбающаяся маленькая девочка, обнимающая руками ту самую собаку, которая сейчас лежала перед ними. В руках у девочки был плюшевый мишка, выглядевший совершенно новым и любимым. Внезапно все встало на свои места. Этот пес не всегда был заблудшим. Когда-то он был любимым домашним животным, которого любила маленькая девочка на фотографии. Но случилось нечто душераздирающее, что разлучило их, и пес потерялся и остался один на улице. Все время, проведенное на улице, пес цеплялся за плюшевого мишку, который был его последней ниточкой к любви, которую он когда-то знал. Это напомнило ему о связи, которую он связывал со своей девочкой, о связи, которую не смогли разрушить даже трудности уличной жизни. Слезы потекли по лицу Иветты, когда она посмотрела на фотографию, осознав всю глубину преданности и любви этой собаки. Она знала, что они должны сделать все возможное, чтобы воссоединить его с семьей, независимо от того, сколько времени это займет. Спасатели осторожно подняли дрожащего пса и отнесли его в свой фургон. Вернувшись в приют, они приготовили ему теплую ванну и дали много еды и воды. Пес, казалось, почувствовал, что находится в безопасном месте, и его настроение немного улучшилось, когда он отдохнул, все еще сжимая в руках своего потрепанного плюшевого мишку. Убедившись, что состояние пса стабильное и о нем хорошо заботятся, спасательная команда приступила к действиям, расклеив листовки, чтобы найти какие-либо зацепки о семье собаки. Они работали, не покладая рук, питаемые надеждой, что где-то там маленькая девочка ждет возвращения домой своей любимой подруги. Дни превратились в недели, и как раз в тот момент, когда они начали терять надежду, произошло чудо. В приют позвонила женщина, ее голос дрожал от волнения. Она увидела одну из рекламных листовок и сразу узнала собаку. Это была собака ее дочери, которая пропала несколько недель назад. Спасательная команда не теряла времени даром. Они договорились встретиться с женщиной и ее дочерью в их приюте, надеясь воссоединить потерявшегося пса с его семьей. Пока они ждали, пес, благодаря их заботе, теперь чистый и сытый, сидел рядом с Ивет, не выпуская из рук плюшевого мишку. Внезапно подъехала машина, из нее выскочила маленькая девочка и побежала к ним на полной скорости. «Макс!» Она плакала, и слезы текли по ее лицу. «Макс, это ты!» Пес навострил уши и повернулся на звук голоса девушки. На мгновение пес не мог поверить своим ушам.
но затем с радостным лаем он бросился к ней, забыв о плюшевом мишке, который упал на землю, когда он прыгнул в ее раскрытые объятия. Воссоединение было незабываемым зрелищем. Девочка и ее собака прижались друг к другу. Слезы смешивались со смехом, когда они катались по траве. Мать девочки наблюдала за происходящим с улыбкой, ее глаза блестели от слез счастья. Иветта наблюдала, и ее сердце было полно тепла и благодарности. Они сделали это. Они вернули этого преданного пса в семью, которую он никогда не переставал любить. Семья, которую он никогда не терял надежды найти. После эмоционального воссоединения мать кратко объяснила, что произошло, когда Макс исчез вместе с плюшевым мишкой Эммы. Несколько недель назад Эмма случайно оставила калитку на заднем дворе открытой, когда играла с Максом и плюшевым мишкой, подаренным ей на день рождения. Когда мы поняли, что Макс ушел со двора, мы искали повсюду, но не смогли найти ни его, ни плюшевого мишку. Мы несколько дней прочесывали окрестности, но безуспешно. Дни шли, и мы опасались худшего, что его, возможно, подобрали как бездомного, или случилось что-то ужасное. В этот момент Ивет поняла, почему пес отказывался отпускать плюшевого мишку. Это была не просто игрушка. Это был символ любви, которая поддерживала его, любви, которая в конце концов привела его домой. Какой трогательный финал! Вы бы провели целый день, составляя компанию бездомной собаки, ожидая, когда служба спасения животных подберет ее. Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.